Привет, мои дорогие! Привет, мои золотые котики! Мы сегодня с вами займемся толкованием ваших дней рождений. Я уже однажды такое видео делала, где-то вскользь его немножко делала с точки зрения Таро. А сейчас я решила вот так вот вам выложить на стикерах, на розовых, и каждую циферку мы разберем с вами поподробнее. Если вы родились в какой-то из дней с 1 по 31. Это календарные дни. Лунные дни тоже, девочки. Если кто-то не помнит, если кто-то хочет узнать, введите просто в поисковике на вашу дату рождения, какой это был лунный день, какая была растущая либо убывающая луна. Когда вы родились, утром, днем, вечером, это тоже имеет значение. И мы с вами сначала разберем календарь с помощью Таро 31 день. Вот эти вот цифры, которые вы пишете, которые вам пишут в дате, в паспортах, девочки, когда вам пишут эти даты, не знаю где, в тетрадях, дневниках, где угодно пишут ваш день рождения, то давайте посмотрим. Что же они значат вообще с точки зрения Таро? Так, девочки, сначала будем рассматривать первое число. Вы можете здесь посмотреть и своих мужчин, кстати, кто чем обладает, да, и мы будем смотреть больше всего магические способности. Не черты характера, да, я так думаю, что все вы знаете, какие у вас черты сильные, слабые, все такое, но вот с точки зрения Таро, магические способности по дате рождения. Итак, первое число. Кто родился именно первого, девочки, числа? Мальчики и девочки, в общем поговорим, да. Когда вообще рождаются ведьмы? Ведьмаки, колдуны и люди, которые обладают какими-то такими сверхъестественными способностями. Они могут совершенно разными быть. И у кого-то в чем-то сильнее дар, в одном, у кого-то в другом. Поэтому я вам не советую там супер искать себе учителей. Подчеркивать информацию, да. Но так, чтобы слепо следовать, да, какому-нибудь наставнику, я бы не советовала. Потому что у вас как раз-таки в разное время может выстреливать какой-то определенный ваш дар, талант, определенная какая-то ваша сила. Поэтому и с возрастом она либо усиливается, либо меняется, трансформируется с многими событиями, которые в вашей жизни могут происходить. Да? Все зависит от того человека, с которым вы живете. С одними людьми ваши способности магические угасают, с другими, наоборот, расцветают. Поэтому я, например, против даже тех же браков, когда вы живете, да, и уже просто думаете: куда бы деться, да, с этой жизни, куда бы уйти, да как мне эта морда рядом надоела и все остальное. И если вы не развиваетесь, если ваше творчество, ваши таланты не развиваются, надо искать причину даже в тех людях, которые находятся рядом с вами. Токсики, абьюзеры и всякое такое есть везде, девочки. От этого надо ограждаться. Ну что, давайте поедем, девочки, будем смотреть, кто родился 1 числа любого месяца. Там, где у вас фигурирует именно одна цифра. 1 января, 1 февраля, 1 июня, 1 августа, 1 сентября и все остальное. Это старший аркан мага у нас идет. И где, во-первых, у всех, где есть единичка, да, это натуры властные, это лидеры, это те, которые ведут за собой. И те, кто родился 1, там, 10, 11, 31, 21, там, где единичка и впереди, и сзади, да, там, где есть вот эта вот единичка, это люди, которые ведут людей за собой. Это такие, это надо запомнить, 1 сентября. Это некие учителя, девочки. Вы родились, ваш ребеночек, там кто-то. Это тот человек, который явился в эту жизнь для того, чтобы вести за собой. Но не под принуждением, да, а с помощью своих советов. У таких людей нужно и можно спрашивать советы, как жить, на кого учиться, да, чем заниматься, пойдет ли там бизнес или нет. То есть обращайте внимание на людей, кто родился 1 числа. Это люди, за которыми другие люди даже где-то сами идут. Поэтому вот так любят на себе рисовать в командах, да, единички,
а, люди, которые где-то даже вот имеют власть. Не то, что потому что он номер один, да, первый, а потому что это сама по себе магическая карта. Карта мага. Натуры с лидерскими качествами, но они свои лидерские качества не навязывают. Кто родился 1 числа, он просто настолько, знаете, дает какие-то дельные советы, как будто он ниоткуда знает это, да. Иногда может сам себе что-то сказать непонятное, а это, оказывается, там через несколько лет будет супер актуальным. Поэтому, например, что-то такое новое, да, вот эти вот единички все время двигают. Карта мага — это то, что не подвластно обычным людям. Вот этот человек, родившийся 1 числа, или тот, у которого эти единички есть в рождении, да, говорит о том, что он может ненавязчиво вести в лучшую ту жизнь, которую, например, даже вы хотите. Маг. Потом их мысли, они далеко вперед идут. То есть он, например, этот человек сам может и не понимать до конца, что он говорит, либо что он делает, да. Руки делают и непонятно что. Но потом такие интересные вещи получаются. И вот, например, я бы посоветовала всем единичкам заниматься творчеством, потому что вы можете начать с собой чего? Как говорится, из говна и палок сделать просто какую-то конфетку. Вы даже, если начнете дело, вы не будете до конца знать, а что же у вас получится. То есть вы не выстраиваете прям такую схему, что получится. Но дело в том, что когда, не зная, ты берешься за что-то, у тебя это получается очень красиво. Особенно, когда ты подходишь к делу с творчеством, да, с хотением что-нибудь такое сотворить. Поэтому единички — это карта мага, это старший аркан мага. Он очень много в себе несет. Это не просто такая вот цифра, односторонняя, да, такая, одногранная. Тут очень многогранные люди, которых мало кто, чьи идеи мало кто может принять на какой-то определенный момент, потому что они все равно смотрят в будущее, и они это будущее у разных людей могут менять. Вы очень легко, единички, можете менять будущее своих детей. То есть тут надо, знаете, тоже быть очень аккуратными, чтобы где-то кого-то, как говорится, цыплят не подушить, да. То есть направлять ненавязчиво, мягко, м, даже не руководить, как прям лидер такой. Ты должен сделать это и это, я сказала там, потому что тебе в будущем это пригодится. Вы-то это знаете, да, что человеку другому это будет нужно, ребенку, к примеру. Но вы делаете это очень-очень мягко и ненавязчиво, да. И дело в том, что когда делается мягко и ненавязчиво, вот люди начинают, понимаете, очень сильно с вами хотеть дружить, ценят вас и запоминают на всю жизнь. Вот, кстати, единички. Вас реально кармически запоминают на всю жизнь очень и очень многие люди. И это цифра творчества. Творчеством вы можете заработать себе не то что на кусок хлеба, да, но на кусок хлеба с большим маслом. Куском большого масла, девочки. Или с большим куском масла. Чем мягче, да, и чем интеллигентнее, чем умнее единички, тем они даже с возрастом в этой жизни становятся богаче. Многие выстреливают, ну, прям, знаете, вот в таком вот подростковом даже возрасте они могут зарабатывать такие деньги чуть ли не с воздуха. И нужда для единичек — это такое состояние, они никогда не должны нуждаться, да. То есть, если у вас есть кто-то родственник, у который где-то вот единичка у него присутствует, да, и если вдруг у него какие-то проблемы с деньгами, ему можно помочь, да. То есть ему можно дать не то, что там в долг, а дать какую-то иную сумму денег, чтобы этот человек встал на крыло. Потому что у единичек есть такой момент. И если они не могут находиться в таком состоянии, когда
они могут есть каждый день что-то, где они не знают, где им жить, да, и все остальное. С них не прет вот эта вот единичка магическая. То есть магические их силы, м, они, ну как это так сказать, очень сильно приглушенная. То есть у него плохо работает интуиция, когда он голодный, э, когда ему негде спать, да, когда вот живет на съемном жилье, а не в своем, тоже тяжеловато с магическими способностями. То есть у этого человека должны две ножки стоять ровно на земле, да, чтобы он был сыт, обут, одет, ему было тепло, и тогда вот эта единичка очень и очень хорошо работает. И не только для себя, но и для других людей, которых он мягко вводит в хорошее будущее. Такой человек, единичка, очень сильно может влиять на жизнь окружающих людей. Это я говорю вообще про всех, у кого есть единички, но больше всего, на 100% это касается именно тех, кто родился 1 числа. Так, еще, мои дорогие, что про 1 число я вам могу сказать, да? Ам, Единичкам очень и очень полезно и хорошо будет, когда у них дома будет очень много зеркал. Зеркала вообще для магической работы, для единиц, это прям одно из первых. То есть через зеркала вы можете даже общаться с самим собой, с кем-то, кем вы захотите общаться. Это удваивает, утраивает, учетверяет вашу силу, понимаете, магическую. То есть я бы посоветовала единичкам очень много зеркал. И не просто там каких-то глянцевых поверхностей, а там, где вы можете видеть свое отражение. И чтобы вы все время были, как говорится, сытыми. Надо смотреть за своим питанием и смотреть за своим, ну, не сколько благосостоянием, своими хотелками, а сколько за тем, чтобы у вас, как говорится, все было. Когда единичка стоит твердо на земле этой нашей бренной, да, то они могут горы свернуть. Вот такие вот дела. Ну что, это касается именно единичек. Единички, кто родился 1 числа, на самом деле очень сильные маги. Но если вот их с точки зрения магии ам, рассматривать, да, кто родился 1 числа, они, в принципе, у них очень сильно получается магия, любой ритуал магический очень хорошо получается, если единичка сыта, и она не делает это по нужде, а делает это эм, по душевным нуждам, скажем так, да, когда волна, какой-то прилив сил такой идет, и хочется что-то творить. И в этот момент, когда хочется творить, хорошее такое позитивное настроение и все остальное, ритуалы офигенно получаются. Ритуалы, магия, обучение, зарабатывание денег. Все у единичек получается очень хорошо. И единичкам надо очень сильно слушать свою интуицию. Вот интуицию именно когда вы сыты, когда вы, знаете, хорошо поспали, когда вас не клонит в сон, когда вы не голодный, когда вы не больной. И вот когда с вас выходит вот это вот творчество, да, и вы не знаете там с чего начать или что в конце концов получится, вы об этом можете даже не думать. Потому что когда вы так на ощупь что-то делаете, да, как слепой керамист, который, например, что-то там делает, да, там на ощупь руками, и оно у вас все само получится так, как надо получиться, магическим образом. Единица очень сильная. Не забудьте тоже про зеркала. Но тут, если честно, про единицу тоже дофига можно говорить. И еще больше мы будем с вами тоже, я думаю, разговаривать на эти темы. И сейчас, мои дорогие, после единички мы обсудим тех людей, обсосем косточки двоечкам, кто родился 2 числа по календарю, по солнечному. Именно второе, когда было января, апреля, мая, любого другого месяца, декабря, когда вы родились. Именно второе число. Что это такое? Двойка. Это верховная жрица, мои дорогие. Это старший аркан верховной жрицы.
Но то, что верховная жрица, это говорится в женском числе, да, в женском роде, это не говорит о том, что это не касается мужчин. Все, кто родился 2 числа, и у тех, у кого присутствует двоечка, да, это усиливает вашу энергию, но не женскую, да, а энергию жречества на продолжение рода. То есть двойки, смотрите, это даже не сколько королевы. Двойки, кто родился 2 числа, у вас очень сильно работает ваш род. Вы родились 2 числа, потому что вам либо дар ваш передали, да, именно по роду, либо вы тот человек с даром, который по роду передаст свой дар дальше. И мужчины и женщины очень хорошие знахари. То есть травки, это земля, соль, перец, это какие-то такие ведьмовские варева, это тоже все ваше. Вот слово тут самое такое важное, да, это пища. А пища может быть какая? И для физического тела, и духовная пища. 2 числа выходят очень хорошие учителя. И причем вот этот род, да, смотрите, у кого-то это может прям по его роду идти, да, от бабушки к дочке, от дочки к ее дочке, потом там к правнучкам и все остальное. Или у мужчин передается вот этот талант. То есть вы, если думаете, откуда же вот пришел ваш какой-то дар, да, а вы посмотрите, кто им обладал ранее. Если вы там такого особенного на себя похожего не нашли, вот будьте уверены, что вот этот дар будет у вас дальше в продолжении. Если это не будут свои дети, это у вас по-любому кто-то будет в подмастерье, кто-то будет в учениках. Либо вы сейчас у кого-то в подмастерье в учениках, да, и вот это вот ам, чередование, да, оно продолжается. И я, например, очень часто встречаю, например, когда это, ну, род это понятно, да, когда там от бабушки внучке может передаться и все остальное, или там от матери к дочке, либо это одновременное владение даром у нескольких людей, которые этим даже занимаются, ну, либо или вместе, либо чем-то похожим сами. И на сильную сторону вашу обращаю внимание, да. Ваша сильная сторона именно в том, что вы любите из того, что рядом с вами, из пищи, то, что можно поглощать внутрь. Как вам, так там вашим фамильярам, котикам и кому-то другому. Хорошие диетологи получаются, понимаете? Они одним взмахом, как говорится, руки правильно могут выбирать диету для другого человека. Тебе надо есть чернослив, да, брякните вы, а это действительно то, что надо есть тому человеку, например, чтобы он похудел. Вот, вот посмотрите, что ваше любимое, что вы любите кушать, да, потому что именно от того, что вы любите кушать, вот это связано с вашими магическими и экстрасенсорными способностями. Именно то, что вы любите кушать. Так, что еще тут интересного сказать про двоечек? Просто сейчас, знаете, из головы выбираю какие-то такие интересные моменты, про которые мало кто говорил. Может, где-то вы встречали, может, нет, но я не хочу там какой-то банальной сейчас быть, когда рассказываю про дни рождения. Хочется что-то такого новенького. Так, что еще можно сказать про второй старший аркан, Верховную Жрицу в магии, мои дорогие? У кого есть двоечки. Но то, что двойка либо спереди, либо сзади стоит, либо 22 число, да, то тут очень много всего связано, кстати, с едой. Есть такое выражение, да, мы то, что мы едим. Вот это прям про вас. Обращайте на свой
вес внимания, да, слишком худые и слишком полненькие, да, то есть нестандартные люди, которые родились именно 2 числа, они по-любому, вот прям, знаете, можно на них посмотреть, на слишком худых или на слишком полненьких, и там будет по-любому дар, который уже развивается, да, и человек знает, чем он обладает. Если вы в более таком вот весе стабильном для своего роста, да, для своего возраста, то вам, как говорится, еще следует покопаться. Обратите внимание на пищу, которую вы едите. Это я не говорю, что это вы там гурман. Мы про пищу не имеем в виду, говорить про пищу о том, что вы любите. Понимаете? Травы. Например, а, полынь, ягоды какие-то. Это всего касается. То есть вы можете даже очищать других людей, себя через еду, эм, через травы, через травяные настои, через даже какие-то таблетки мумиё, которые продаются, да. Вы такой вот фармацевт, грубо говоря. Вот я вот сейчас искала это слово, чтобы подобрать, да, для вас. И ваша магическая способность — это фармацевтика. Причем того, что мы вот едим, через себя пропускаем. Вы как все равно видите вот людей и судите по ним, по тому, что он ест. У вас это сильная сторона. Так, что тут еще такого интересного сказать про двоек? У двоек очень сильная вибрация, да, вот именно тоже с физикой связано тело. То есть, например, когда вы злитесь, сотрясается воздух вокруг вас. Когда вы радуетесь, и кто-то попал в ваше астральное поле, где-то вот метр от вас, ну, 2 даже метра от вас, то он тоже начинает ни с того ни с сего тоже чему-то радоваться. Или, например, вы смеетесь, и ваш там смех очень заразителен, да, или вы плачете, кто-то тоже хочет рядом с вами сразу же заплакать, потому что он впадает в такое же состояние, как и вы. Вот. Если у вас, например, ребеночек, да, родился второго, либо там двоечки идет, тоже обращайте, пожалуйста, внимание на то, что ест ваш малыш, да. И вот эта вот пища, которая нужна нам для физического тела, она в вашем случае, в случае вашего малыша, тоже она является одновременно и духовной какой-то пищей. Поэтому тут важно, как говорится, следить за своим питанием. Так. Ну и все в принципе. Еще, общее такое не хочется говорить. У меня общее есть на втором канале. Я, думаю, тут внизу в описании напишу ссылку. У меня на втором канале тоже про дни рождения есть с точки зрения Таро, там, когда единица, двойка, тройка, до 21-го старшего аркана мы с вами все смотрим. Вот такие вот дела. Это были двоечки. Так, дальше. Троечки. Давайте про вас поговорим. У кого есть в дне рождения тройка или кто родился 3 числа любого месяца, мои дорогие. Тройка. 3. Это аркан императрицы. Это женщина во плоти. Кто родился 3 числа, часто иногда задумывается о каких-то бисексуальных связях. Очень много чего хочет попробовать именно в телесных наслаждениях. Много всего пробуют эти люди, да. Иногда какие-то такие запретные плоды. То есть это императрица, которая хочет все попробовать. Это касается и мужчин, и женщин. Для них, для этих людей очень важна ласка. То есть для того, чтобы ее гладили или его. Для того, чтобы говорили, как я тебя сильно люблю, там, носили на руках, да, надевали туфельки, поправляли шапочку. Тройки очень сильно восприимчивы к цветам. Вот если говорить именно про магические способности, вы можете видеть ауру других людей. Вы видите цвета не так, как
обычные люди, другие люди. То есть у вас какая-то такая контрастность большая. Вот именно м, глаза могут быть необычного цвета, разного цвета глаза могут быть. И вот даже посмотрите в зеркале, давно ли вы рассматривали, какой цвет глаз у вас. Кто-то знает, что у него серые глаза, у кого-то карие, у кого-то зеленые. А вы посмотрите в свои глазки поконкретнее, да, вы увидите, что у вас необычный оттенок глаз, вот по-любому будет. И обратите внимание, насколько вы считываете вот эти цвета. Кто-то понимает, вот фиолетовый, да, а вы видите разные грани вот этого фиолетового. Теплый фиолетовый, холодный фиолетовый, эффектный фиолетовый. м, Серо-буро-малиновый вы тоже видите. И вот это вот сочетание, вот все, что режет глаз, это все для вас. Все, что касается магии, кстати, тоже. Вы можете по человеку, когда вы на него даже посмотрели, вы сразу видите не оттенок его кожи, да, не насколько у него там взгляд в вашу сторону, там м, злой взгляд или там добрый взгляд. Нет, вы видите именно палитру, цветовую палитру взгляда, настроения, слов, ауру самого человека. Вы очень хорошо подбираете цвета. И вот если есть графическая магия, да, есть цветовая магия, есть такой прибор, цвет маг называется. По-моему, ленинградский завод какой-то научной, я не знаю, там техники, честно, не помню название, да. Но вот эти вот цвета, чистые цвета, там такой вот приборчик, которым лечат тело человека яркими, чистыми световыми потоками определенных каких-то спектров. Вот это про вас. Вы, получается, чуть ли не своими ладонями, своей кожей всей, да, телом, волосиками, вы чувствуете вот эти вот волны, которые идут в вашу сторону. И из-за этого люди, которые родились с троечкой, особенно 3 числа, да, они очень любят прикосновения. Но прикосновения, вот они, вы или эти люди, про которых вы сейчас смотрите видео, да, очень сильно откликаются на цветовые такие прикосновения людей. То есть, например, если человек, ну, ваш друг, например, оденется в какой-то цвет, который вам не нравится, грубо говоря, да, вы даже измените свое отношение к этому другу. Да, может быть на один день, может быть на пару часов, да, но на вас цвет очень влияет. Даже те люди, которые в каких-то других одеждах пришли, например, вы не любите, например, черный, допустим, да, и вокруг вас люди в черном, да, и вас это будет очень сильно напрягать, смущать, вы будете злиться и все остальное. Поэтому для вас очень важно вот это пространство, в котором вы живете, и ту одежду, которую вы носите. И обратите внимание, вот вы полюбили какой-то определенный цвет. Ну, нравится вам, например, оттенок золотистого, да, то можно одеваться во все это золотистое, да, макияж делать какой-то, волосы покрасить в какой-нибудь тоже золотистый оттенок. Ну, мало ли что сбредет. То есть и это усиливает, вот это вот все цвета, они усиливают вашу магию. Если вы занимаетесь какими-то ритуалами, обратите внимание на одежду, которую вы носите. Если вы занимаетесь целительством, ну, даже не будем ходить именно в целительство. Если вы занимаетесь мануальным массажем, если вы занимаетесь мезотерапиями, если вы занимаетесь вот, лечением людей, если вы врач, да, обращайте внимание на тот цвет, который носите вы. И обращайте внимание на то, в какой, например, одежде человек к вам пришел. Потому что ваше внутреннее суждение о человеке будет даже зависеть от той цветовой гаммы, да, которая от него исходит. Вот так. Вы очень чувствительны к этому. Дальше. Так как вы очень сильно чувствительны к этим цветам. Что такое цвет? Что такое цвета спектра? Да? Это волны разных длин, которые идут от объекта, окрашенного в тот или иной цвет. И получается, вы, когда ловите эти волны, вы можете ловить волны еще от фантомов, от покойных, считывать информацию в истории и в будущем. Понимаете? И я бы очень сильно обращала ваше внимание на цвета.
Вот цвета это ваше все. Если взять, например, даже экстрасенсорику, мы с вами тоже вот загадываем, что же спрятано там под черной тканью, да. У меня такие видео есть. Вы можете другие какие-то смотреть. Обращайте внимание, как вы чувствуете цвет. Вы его очень сильно хорошо чувствуете. Вот такие вот дела. Вы чувствуете вот эти вот тонко вибрации. У вас видит не только вот глаз, тот мир, который нас окружает, как мы его видим все, да, но у вас все тело ваше видит другие цвета. Вы можете лечить цветами и себя, и других. Так, ну и то, что тройки могут смотреть, кто 13-го родился числа, кто 31-го, 23-го, например, да. Тоже смотрите, что обозначает циферка, которая стоит до или после. А, э, Как-нибудь, я, по-моему, где-то, я уже рассказывала, как, в принципе, да, влияет, где у вас эта троечка стоит впереди или потом стоит, да, 31 или 13. То есть именно то, что первым мы рисуем, это первое основополагающее, это больше к внешнему чему-то относится у вас, да, к вашей внешности. А вот то, что стоит вторым, это внутреннее. И то, что выходит в какой-то экстренной стрессовой ситуации. Понимаете? То есть мы себя в стрессовых ситуациях ведем, может быть, немножко кому-то покажется неадекватным. Вот такие дела, мои дорогие. Так что тройка – это цвет в первую очередь. Посмотрите, какого цвета у вас волосы, да. Вы 100% вот любите, например, либо блондинов, либо брюнетов, блондинок, брюнеток, рыженьких, э, либо сами 150 раз волосы. Вот если кто родился 3 числа и 150 раз перекрашивал свои волосы, если у вас ребенок, дочка или мальчик в синий цвет волосы красят, как говорится, дайте, пусть тройка самовыражается, понимаете, в цветовой гамме, потому что это нужно. Чем больше вот этого на цвет вы будете обращать внимание, вас не будут сковывать, да, какими-то непонятными цветами, которые вам не идут, да, то вам будет очень, очень неуютно, и магия от этого ваша, да, будет, конечно, не так сильно сиять, как бы она сияла, если бы вы все делали в том цвете, в котором вы хотите. Замечали иногда, например, говорят это про блондинок, что они там все, дом в розовом цвете, обои розовые, щетка зубная розовая и все остальное. Но если она еще родилась 3 числа, и вот у нее такой сдвиг, да, по цветам, то я вам скажу, что вот что-что, но магия для ее собственной жизни, либо для жизни других людей, смотря для кого она это делает, да, работает вообще как часики, 100%. Вот такие дела, мои дорогие. Это была троечка. И следующее видео у нас будет о других циферках. И целый такой вот плейлист сделаем с вами. Все, котики, пока-пока.